Всем привет и спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Вика. Хочу показать вам сегодня несколько мест, которые не так известны туристам. Я нахожусь на небольшом искусственном острове в центре Токио, в районе Цукишима. На другом берегу через реку Сумида находится район Цукиджи, где раньше находился знаменитый рыбный рынок, где проходили аукционы тунца. Район Цукишима намного тише, чем другие туристические районы Токио, и больше похож на жилой район с большим количеством местного колорита. Но это место наиболее известно благодаря одной улице, где все рестораны готовят одно и то же блюдо, а именно манджаяки. Возможно, вы слышали о знаменитом блюде региона Кансай и города Осака – окономияки. А вот Токио как раз является родиной монджаяки. Странной на первый взгляд, но очень вкусной еды для души. Если вы захотите попробовать монджаяки, обязательно загляните на улицу Монджа. Здесь расположено более 70 ресторанов, которые специализируются именно на этом блюде. Готовка обоих блюд требует специального горячего противня – теппана, который установлен у каждого стола. Кроме того, ингредиенты также очень похожи. Так что во всех этих ресторанах подают как монджаяки, так и окономияки. В Японии очень популярны рестораны такого типа, где можно собраться компанией и готовить самим, заказав специально подготовленные ингредиенты. Но не переживайте, приветливый персонал любого ресторана с радостью поможет и покажет, как готовить монджаяки. Хотя само по себе блюдо не выглядит особенно аппетитным, поверьте, это очень вкусно. Монджаяки состоит из жидкого теста на основе муки, японского бульона даши и нашинкованной капусты с добавлением всевозможных ингредиентов на ваш вкус. Самые популярные – осьминог, кальмары, креветки, сыр, кукуруза и икра минтая. При заказе блюда вам будет предоставлена миска с жидким тестом и ингредиентами. Это все стоит перемешать и сначала выложить более густую массу на предварительно смазанной алией теппан, чтобы она немного поджарилась. После необходимо отодвинуть ингредиенты, чтобы получился вот такой вот круг, и влить посередине оставшееся жидкое тесто. Затем необходимо это все вместе перемешать и, помешивая, ждать, когда блюдо потеряет большинство влаги. Через несколько минут жидкое тесто также поджарится, и можно приступать к трапезе. Кушать манджаяки принято крошечными лопатками, с помощью которых следует отделить небольшой кусочек, прижать его к теппану, чтобы он прирумянился, и затем кушать. Есть вероятность, что это блюдо обожжет вам рот, но в этом и вся соль. Вас не смогут оттянуть за уши. Мне напомнило из детства. Обжаренная картошечка несколько раз или бутерброд с сыром на сковородке. Не совсем презентабельно на вид, но ведь так вкусно. Окономияки состоит из более густого теста и большего количества капусты. Все, что вам нужно сделать, это смешать ингредиенты в миске и аккуратно выложить все как один большой блин на смазанный маслом теппан. Через несколько минут окономияки можно осторожно перевернуть на другую сторону, и еще через несколько минут можно приступать к последним штрихам. Традиционно поверх окономияки добавляется специальный сладковатый темный соус, майонез, хлопья бонита и порошок из зеленых водорослей. Это одно из моих самых любимых блюд в Японии, и я настоятельно рекомендую его попробовать. Для любителей студио Гибли и японского аниматора Хаяо Миядзаки в Токио есть две достопримечательности. Музей Гибли в районе Митака и гигантские часы Гибли в стиле стимпанк прямо в центре города, недалеко от станции Шимбаши, здание штаб-квартиры японского телевидения. Они выполнены из меди и стали, 3 этажа в высоту и весят более 20 тонн. Часы оживают несколько раз в день, с понедельника по пятницу, с дополнительными шоуми по субботам и воскресеньям. И каждое представление начинается примерно за 4 минуты раньше часа. Основатель анимационной студии Гибли Хаяо Миядзаки работал над этим проектом около 4 лет. Саму же работу воплотил скульптор, который также создал несколько других предметов для музея Гибли. Недалеко отсюда также находятся очень известные сады Хамарикю. Но сегодня хочу показать вам не менее интересные, но недооцененные сады Кю-Шибарикю, или в переводе с японского бывшая вилла Шиба. Это классический японский ландшафтный сад с видами на проезжающие поезда Шинкансен и Монорейл. Этот сад просто как зеленый оазис, с многочисленными прудами, мостиками, тропинками и холмами. Сады Кю-Шибарикю когда-то служили резиденцией высокопоставленного самурая, а теперь впечатляют посетителей сочетанием старинной и современной Японии. Несмотря на то, что все здания здесь были разрушены еще во
во время великого землетрясения Канто в 23 году. Это место является одним из самых известных уцелевших садов феодальных лордов Токио периода Эдо. Этот миниатюрный красивый сад является отличным местом, чтобы остановиться и отдохнуть на природе, при этом находясь в самом центре шумного мегаполиса. Кстати, если хотите заполучить весь сад пустым и только для вас, придите за час до закрытия и вне сезон. По соседству с садом также находится самая недооцененная смотровая площадка Токио – здание Всемирного торгового центра. Мало кто догадывается, что это скромное, ничем не привлекающее на вид здание является одним из первых небоскребов Токио, построенное в 1970 году. Однако говорят, что это здание планируют снести в скором будущем в рамках большого проекта реконструкции. Ну а пока на 40-м этаже открываются просто потрясающие виды на Токийскую башню, Токийский залив, близлежащие сады и проезжающие мимо скоростные поезда Шинкансен. Пока вся Япония находится в ожидании весны и в предвкушении нового сезона цветения сакуры, хочу рассказать вам хорошую новость. Даже если у вас не будет возможности приехать на фестиваль цветения вишни в конце марта, начале апреля, в Японии существует множество сортов сакуры, которые цветут зимой и ранней весной. Одним из самых распространенных является кавазу сакура. Эти деревья обычно начинают цвести примерно в начале февраля и раскрываются нехарактерно медленными темпами по сравнению с большинством других сортов вишни. Следовательно, у посетителей есть более длительный период времени, около месяца, чтобы насладиться их красивыми цветами. Эти вишневые деревья были впервые обнаружены в городе Кавазу, на полуострове Изу, в префектуре Шизуока. В одноименном городе ежегодно проводится и фестиваль цветения сакуры Кавазу. Кавазу сакура также отличается от других цветков сакуры более крупными лепестками и более розовым цветом. А вообще в Японии насчитывается более 100 сортов вишни, но самый распространенный сорт сакуры называется Сомэй Йошино. Этот вид японского дерева был выведен селективно и имеет 5 практически белых лепестков. Цветки этой сакуры такие нежные, что они очень быстро опадают, в полном цвете всего только около недели. Но это тоже имеет свою символику в Японии. Сезонная и быстро исчезающая красота считается символом быстротечности бытия. Каждый год метеорологи Японии составляют специальные прогнозы с картой по регионам, когда будет цвести сакура. Их можно найти в интернете. От года в год и в зависимости от региона дни могут меняться, так что если вы собираетесь приехать на ханами, главное тщательное планирование. Знаменитая тропа цветения начинается на самом юге Японии, на острове Кющу, с середины марта. Затем цветение сакуры движется на север, в движении, называемом Сакура-дзансен, и его можно отследить прямо до конечной остановки, вокруг северного острова Хоккайдо в конце апреля. Японский климат очень разнится с юга на север, так что это потрясающе, что можно вот так вот следовать за расцветом сакуры. Еще хочу рассказать вам несколько интересных фактов. Японская сакура совсем не пахнет и не дает съедобных плодов вишни. Все духи и туалетные принадлежности с сакурой – это фантазия парфюмеров. Сакура – это декоративное дерево, а это значит, что его выращивают ради цветов, а не из-за плодов вишни. Зато очень популярны маринованные лепестки и листья сакуры, которые называются сакурадзуки. Они имеют характерный аромат и используются в выпечке или сладостях. Особенно в сезон они добавляются во многие десерты, как декор или даже для вкуса. Любимое времяпровождение японцев во время ханами, любованием сакуры – это, конечно же, устроить пикник под деревьями. Однако в последние 2 года из-за пандемии это делать в Японии запрещено. Можно только любоваться в определенно отведенных местах, не устраивая посиделок. Во всех магазинах продаются разнообразные вещи с тематикой сакуры и, конечно же, продукты. Сейчас я прогуливаюсь в одном из самых популярных и молодежных районов – Накамегуро. Здесь можно увидеть стенды с уличной едой, напитками и множество маленьких собачек, приодетых для фотосессий с сакурой. И, как ни странно, всеми любимый напиток во время любования сакуры – это розовое шампанское с клубникой. Последние 2 года фестивали работают не в полную силу, и тем самым здесь не так много туристов и киосков с уличной едой, как обычно. Кстати, что самое интересное, новый учебный и деловой год в Японии начинается именно в апреле, то есть в то же время, когда цветет сакура.
Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.